С вами юрист Валерий Табаков, и я не буду в этот раз молчать, не буду молчать, пока русский шовинизм топчет мир своими сапогами. 20 июня 2025 года Владимир Путин на Петербургском форуме заявил: там, где ступает нога русского солдата, то наше. Это не просто слова, это циничное оправдание войны, аннексии и геноцида в Украине. Это вызов международному праву и человечеству. Но корни этого бреда уходят вглубь веков. Все началось с того, когда Олег Вещий в 882 году пришел под Киев, назвал Аскольда своим родственником, пригласил в гости на корабль, а потом, объявив, что тот не княжеского рода, предательски убил. После чего объявил Киев матерью городов русских. Без основания, без права, просто силой и ложью. Сегодня Путин повторяет тот же трюк, тот же шовинизм Олега, топча Украину, Болгарию, Германию и весь мир. В Болгарии сносят памятник советской армии. В Германии пора давно убрать монумент в Трептов-парке. Символы оккупации, а не освобождения. Россия в Совете Безопасности ООН – это позор для организации мира. Сегодня я разнесу путинскую логику и пропаганду и докажу, что она уходит корнями в шовинизм Олега, и потребую остановить агрессора и его шовинизм. Поехали. Начнем с истоков. В 882 году, согласно повести временных лет, Олег Вещий, князь новгородский, пришел под Киев. Там правил Аскольд. Олег заявил: мы с тобой братья, но тут же предательски убил Аскольда, обвинив его в некняжеском роде. Аскольд был правителем, но Олег обманул его, убил и силой захватил Киев, объявив этот город, созданный болгарским князем Самбатом, матерью русских городов. Без права, без оснований, только меч и обман. Так начался русский шовинизм. Захват чужих земель, отрицание чужой идентичности и навязывание своей. Звучит знакомо. Путин сегодня делает то же самое. Он называет украинцев одним народом, с россиянами, бомбит Киев, и заявляет, что где нога, то наше. Это не ново. Это тысячелетняя традиция имперского бандитизма. Олег заложил миф, который Россия использует веками. Мы центр, вы наши. Но Киев был основан не Олегом, а болгарским князем Самбатом, братом Кубрата, правителем христианского государства VI века на территории современной Украины. Россия присвоила чужую историю, так как она обычно это делает, присваивая в том числе, кроме истории, и чужие земли. Пора, друзья, прекратить это топтание по соседям, по соседским территориям. Путин повторяет логику Олега на Московском экономическом форуме 2025 года. Третий год Россия ведет войну против Украины, бомбит Киев, оккупирует Донбасс, угрожает Сумам. Экономика России рушится. Дефицит бюджета 3,4 триллиона рублей за полгода.
производство падает на 0,8% ежемесячно. Санкции душат экспорт. Народ боится, но молчит, потому что режим подавляет инакомыслие. И что делает Путин? Он заявляет во всеуслышание на международном форуме, где солдат русский ступил, то наше. Это не стратегия, это бред агрессора, который думает, что сапоги перепишут границы. Он называет русских и украинцев одним народом, как Олег в свое время назвал Аскольда братом перед убийством. Это циничная ложь, оправдывающая геноцид. Это путинская риторика – часть шовинистической машины, которая работает веками. Она топчет Украину, угрожает соседям и использует памятники как инструмент пропаганды. Путинская фраза связана с советскими памятниками, которые Россия использует для шантажа народов других стран. В Болгарии в декабре 2023 года начали снос памятника советской армии в Софии, бронзового солдата с ППШ, установленного в 1954 году. Россия называет это освобождением. Какое освобождение? В 1944 году СССР объявил войну Болгарии, уже вышедшей на тот момент из союза с Гитлером. Это была оккупация, а памятник не символ освобождения, а символ советского гнета, советской оккупации. Болгары сказали: хватит, снесли монумент, несмотря на протесты коммунистов. Россия в ответ орет про фашизм. Депутат Журавлев требует высылать болгарских дипломатов. Это шантаж. Болгария суверенная страна, а вы диктуете, что ей делать. Пытаетесь диктовать. То же самое с Алешей в Пловдиве, 11-метровым солдатом. В 2024 году депутаты потребовали перенести его в музей. И правильно, это не память, это пропаганда, это оккупация. Теперь Трептов парк в Берлине. Памятник советскому солдату, 1949 год. 12-метровый воин с мечом. Россия называет его символом победы. Ложь. После 1945 года Восточная Германия стала сателлитом СССР. Берлинская стена, Штази, подавление свободы. Вот что принес Советский Союз. Трептовский монумент – символ оккупации. Солдат в сапогах. Германия должна снести его и отправить в музей, так как это сделала Болгария. Почему? Потому что Путин использует эти монументы для того, чтобы оправдывать свою ногу солдата. Он говорит: мы освободили вас, вы наши. Хватит. Германия свободная страна, и ей не нужны символы угнетения. Эти памятники – продолжение шовинизма Олега. Он убил Аскольда, он оккупировал Киев. Путин бомбит Украину. Путин шантажирует памятниками. Снос монументов – это деколонизация, ответ на имперскую ложь. Россия кричит про фашизм. Вы бомбите Украину, а Болгарию и Германию обвиняете? Это цинизм, который пора остановить. Как юрист я утверждаю, путинская фраза – преступление. Статья 2 Устава ООН «Суверенитет государств нерушим». Захват территорий силой незаконен. Аннексия Крыма, оккупация Донбасса, угроза Сумам – это военное преступление. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за депортацию детей. Но
Он заявляет, что нога солдата дает право. Это не право, это разбой. Путин повторяет логику Олега: убить, солгать, присвоить. Убил Аскольда, назвал Киев русским. Путин бомбит Украину, называет ее нашей. Это шовинизм, который топчет соседей веками. Нет никакого старинного правила. Это ложь, не признанная ни правом, ни историей. Рим пал, Российская империя пала, СССР развалился, а Путин все топает. Мое. Это агония режима, живущего кровью. Буча, Мариуполь, Харьков – это не освобождение, это геноцид. Его солдаты грабят, насилуют, убивают. И он смеет говорить о праве. Это вызов международному праву, которое Россия подписала, но попирает. Снос памятников – ответ на эту ложь. Болгария и Германия говорят: ваш шовинизм нам не нужен. Пора прекратить топтание русских шовинистов в сапогах по соседям. Совет Безопасности ООН создан для защиты мира. 5 постоянных членов — США, Китай, Франция, Британия, Россия — имеют право вето. Но Россия ветирует резолюции по Сирии, Украине, гуманитарной помощи. Она аннексировала Крым, разрушила Алеппо, угрожает ядерным оружием. Это миротворец? Это агрессор, держащий мир в заложниках. Россия в Совбезе – абсурд. Она блокирует осуждение своих преступлений. С 2014 года десятки вето, защищающих ее агрессию. Это как дать маньяку ключ под ООН. Хватит. Россия недостойна быть в Совбезе ООН. Исключение сложно. Устав ООН не предусматривает механизма, но есть прецедент. В 1971 году Тайвань заменили на Китай. Почему не заменить Россию на Индию или Бразилию? Политические пути резолюции Генассамблеи, бойкот, вето, новые механизмы, резолюция 377 «Объединимся ради мира» позволяет Генассамблее принимать решения, если Совбез парализован. Мир должен изгнать агрессора, пока он не развязал Третью мировую. Путинская логика – катастрофа. Его нога солдата – это война, разрушение, изоляция. Он повторяет Олега, захватывает, лжет, присваивает, разбойничает. Но мир говорит: хватит. Болгария сносит памятники. Германия должна убрать монумент в Трептов-парке. Это деколонизация от шовинизма, начатого Олегом и продолжающегося Путиным. Россия рушится, дефицит бюджета, инфляция, заводы стоят, народ боится, а Путин топает. Мое. Это не сила, а крах. Санкции, бойкоты, антироссийские настроения от Софии до Берлина. Россия в Совбезе – это угроза миру. Как юрист я требую: Путин должен ответить в Гааге. Как человек я призываю: прекратите топтание шовинистических сапогов. Поддерживайте Украину. Требуйте сноса памятников, реформ ООН. Ставьте лайк, делитесь видео, пишите в комментариях. Пусть Путин знает: нога российского солдата будет в Гааге, а шовинизм в прошлом. До встречи.